Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель села Никольское. Здесь служил Богу, строил храмы, принимал людей, исцелял, исповедовал известный далеко за пределами Украины схиархимандрит Зосима Сокур. Его не стало 5 лет назад, 29 августа, а люди до сих пор говорят: «Еду в Никольское к батюшке Зосиме». Как будто он жив, выйдет сейчас из кельи, коснется твоей руки, благословит, ответит на вопрос, который ты еще и задать не успел. Люди к батюшке тянулись всегда. Как тогда, так сейчас все больше и больше людей тянутся к батюшке. Все больше и больше к нам приезжает людей, все больше и больше паломников приезжает. Мне кажется, что батюшка при жизни любил людей, любил такой, он не видел в них греховности. Батюшка видел в людях образ и подобие Божие. Ему было всего 58 лет, но мудрость, сила веры и знание человеческой души сделали его старцем в людском понимании. К батюшке приходили отовсюду, со своими бедами, печалями, горем. Он излучал какой-то внутренний свет и тепло, которые согревали и оттаивали самые отчаявшиеся сердца. Эта способность врачевать человеческие души и была тем главным чудом, с которым люди сталкивались в Никольском. Для него было ценно, чтобы спасти душу этого человека, который к нему приехал, чтобы достучаться до этой души, чтобы привести ее ко Христу, чтобы в этом человеке, в своем состоянии, в том духовном состоянии, в котором он пребывает, чтобы он из этого состояния видел выход в вере во Христе, в церкви. Тут трудно как-то что-то описать словами, потому что действительно здесь и была и любовь, и вера, и батюшка возвращал людям надежду в этих тяжелейших испытаниях, в тяжелейших скорбях, с которыми люди к нему приезжали. Его отец погиб в Великой Отечественной войне, так и не успев увидеть сына. Мать, простая верующая крестьянка, родила мальчика в тюрьме, где отбывала срок за религиозную пропаганду. Вся ее вина состояла в том, что женщина ходила на тайные ночные моления монахинь, которые жили в их селе. Так, среди подвига исповедничества, среди уз и страданий за имя Христова появился на свет будущий схимник. Мужественный исповедник православной веры Ваня Сокур, как его тогда звали в миру. Это была жизнь с рождения, посвященная Богу. Школа, семинария, академия, принятие монашества. Перед молодым кандидатом богословия открывались, казалось, прекрасные перспективы. Но он выбрал путь простого сельского батюшки и ничем, кроме молитвы незащищенной, противостоял мощной богоборческой силе. По отцу я донских казаков из Старочеркасска, знаменитый Старочеркасский монастырь возрождается. Ко мне часто братья приезжают оттуда. Вот, по матери из Винницкой губернии. Вот у меня 2 тока крови идет. Вот. Отцовский. Садись на лошадь, саблю в руки, ну и сами знаете, вот бей, спасай Россию. Вот, это самое. А материнский ток, успокойся, угомонись, украинская такая, винницкая, спокойная кровь. Вот я и временами и слушаю. Батька одно мне гомонит, а мать второе шепчет. Кого же, думаю, слушать? Или батьку да лошадь садится, да саблю в руки, или мать, нет, все-таки я мать послушаю. Дух мира дух, как старцы оптинские говорили, угомониться нужно, вот так. Глядя на нынешнюю красоту и великолепие монастырской территории, трудно представить,
что когда в 1987 году схиархимандрит Зосима приехал сюда, его встретила мерзость запустения. Вместо построенных до революции храмов стояли развалины. Власти отправили его в Никольское именно потому, что село стояло на отшибе. Уж сюда-то к Зосиме ездить не будут. А когда все-таки поехали, то стали отменять даже автобусные рейсы в райцентр. Но устный телеграф запретить невозможно, а молва об удивительном батюшке расходилась все дальше и дальше. Вскоре на заброшенном голом месте выросли храмы, часовни, трапезная, дом милосердия. Отец Зосима создал здесь 2 монастыря – мужской и женский. Батюшка всегда говорил, что я посвящаю обитель делу милосердия. Что самое главное, что мы должны нести в своей жизни, это милосердие, быть милосердным ближним. Доброе слово всегда лечит лучше всяких лекарств. И вот эта доброта святая да сопутствует нам в сегодняшнем дне, говорил отец Зосима. Доброта святая сопутствовала этому человеку всегда, несмотря на собственные скорби и болезни. На ногах у батюшки были незаживающие открытые раны, последствия его пребывания в тюрьмах за пропаганду религиозного дурмана. Отбитые, простуженные почки отказывались функционировать. В последнее время он передвигался на инвалидной коляске, но все равно не производил впечатления больного и немощного человека. Наоборот, к нему шли за утешением и помощью больные и здоровые, верующие и не очень, рабочие и интеллигенты. И для каждого он находил нужные слова. По моим подсчетам, он 30, 40, 50 человек принимал в день за эти часы. Каждого выслушивал, каждому советовал. Советовал очень простые истины. Все они были связаны с верой Бога. Обращайтесь к Богу, просите Бога. Если где-то молитесь, идите в церковь, молитесь. Откуда батюшка черпал эти силы, будучи смертельно больным, прикованным к постели? Откуда он черпал силы строить обитель, руководить юношами и девушками, которые пришли сюда, чтобы обрести спасение для души? Откуда он черпал силы, чтобы принимать еще множество других людей? Это просто не понять человеческим умом. Но каждый, кто прикасался к нему или хотя бы рядом стоял, чувствовал эту необъяснимую, великую любовь. Эту любовь батюшка черпал от Бога. 5 мая 2002 года. Это была его последняя Пасха. Состояние отца Зосимы сильно ухудшилось. Врачи настаивали на госпитализации. Батюшке удалось уговорить медиков на праздник оставить его в обители. Оставили, но с тем условием, что всеночную служить он не будет. Утром в 6:30 вдруг звонок. И в трубку кричит батюшка: «Раиса Ивановна!» И голос веселый, громкий. Я говорю: «Я слушаю вас, как у вас прошло, как вы прослушали все?» А он мне говорит: «Ничего я не слушал, я вел службу, я пел. У меня такого голоса, какой был у меня эту ночь, не было в жизни. Я никогда такой службы не вел, как я провел эту. Я, Раиса Ивановна, оздоровился, не знаю насколько». Я говорю: «Батюшка, я очень рада, что вы благополучно через это прошли. Я понимаю, какое это для вас торжество. Это не мое торжество, это торжество Всевышнего». Схиархимандриту Зосиме было 58 лет. Он точно предсказал день и час своей кончины. Сказал, что в эту минуту остановятся часы на его столике в алтаре. Так и произошло. В ночь погребения Богородицы батюшки не стало.
опустела без него земля. И это не только я говорю, это все говорят, вот люди, которые 5 лет продолжают туда ходить и прямо тут же паломничество устраивается на праздник, у них там столько народа. Вот, значит, он чем-то вот их всех, ну чем, добротой. «Любовь превыше всего», – часто повторял отец Зосима. Обычно, по обету данному еще в семинарии, на письма он не отвечал, просто молился за всех, кто обращался к нему за помощью и поддержкой. И еще он всегда говорил: «А ко мне и после смерти приходите как к живому. Все расскажите, и я услышу, помогу».